Всем привет! В наших прошлых видео мы затрагивали поп-музыку, рок-музыку и говорили о кино. Сегодня мы решили затронуть тему моды и рассказать вам историю бывшего ангела Victoria's Secret супермодели Алессандры Амброзио. Большую благодарность в создании видео хотим выразить сообществам ВКонтакте, которые посвящены Алессандре и ангелам Victoria's Secret за интервью и редкие кадры, которые нам очень пригодились. Как обычно, ставим лайк и начинаем! Алессандра Карин Амброзио родилась 11 апреля 1981 года в Бразилии в небольшом городке под названием Эрешин в семье польско-итальянского происхождения у Лусильды и Луиса Амброзио. Ее бабушка была иммигранткой из Польши, которая еще ребенком прибыла в Бразилию. Алессандра всегда ценила свои корни и во многих интервью выражала любовь к Польше. «Я бывала в Польше пару раз, и мне там понравилось. Эта страна близка моему сердцу, так как моя бабушка оттуда родом. И я тоже люблю вареники», — призналась модель. У нее была простая жизнь. Ее родители владели парой автозаправок в городе и не имели колоссального состояния, поэтому с раннего детства Алессандра знала, что все приходит с усердным трудом. «Я росла в обычной семье, и моя мама вселяла в меня мысль, что женщины могут все. Она научила меня верить в мечты и бороться за них. Ее преданность мне и моей сестре помогла мне понять всю важность семьи и упорной работы». В 4 годика Алессандра начала заниматься балетом и прозанималась им 8 лет. 5 лет училась игре на фортепиано и 3 года занималась фигурным катанием, а также принимала активное участие в танцевальной труппе в польском сообществе в родном городе. Малышка Алессандра, как и все дети, все детство мечтала о разных профессиях. «Когда я была совсем маленькой, я хотела стать врачом, затем микробиологом, чтобы изучать океан и предотвратить его загрязнение. А потом я захотела работать в НАСА и стать космонавтом. Но я знала, что этого не случится. Чтобы такое произошло, нужно быть ботаником, а я таковым совсем не являлась. Я была из тех девушек, которые любили наряжаться. Я не носила свитера, как другие, я всегда находила самые обтягивающие вещи и демонстрировала свою фигуру. Это все, что меня волновало. Наряды и мальчики», — поделилась Алессандра. В начале 90-х она влюбилась в супермоделей, которые блистали с обложек журналов. Стефани Сеймур, Брук Шилдс, Клаудия Шифер, Синди Кроуфорд. Я видела их и понимала, что хочу быть рядом. Хочу быть как они. Но юную модель беспокоил ее главный комплекс. Она очень сильно не любила свои уши и в 11 лет решилась на операцию. «Я всегда знала, что хочу быть моделью, поэтому я решила сделать операцию, чтобы они так не торчали. Я нашла доктора в своем родном городе. До этого он делал подобную операцию один-единственный раз, так что я была вроде подопытной свинки. Первые несколько дней мне казалось, что мне просто отрезали уши. Началось осложнение. Через год мне пришлось сделать еще одну небольшую операцию. Это был неприятный опыт», — поделилась Алессандра. В 12 она начала свое обучение в модельной школе, в которую приезжали скауты из больших городов страны и обучали моделей, как ходить, как позировать, как держать осанку. Будущая модель также отличалась очень горячим характером в подростковые годы. Она постоянно участвовала в школьных драках и прочих разборках. «Помню, я сцепилась с одной девушкой с огромными плечами, которую мы называли Рэмбо, и которая была в разы больше меня. А еще однажды, опьяненная ревностью, увидев, как мой парень флиртует с другой девушкой, я кинула в него стакан и попала прямо в лицо, разбив до крови. Я даже не расстроилась от того, что рассталась с ним, потому что в тот же вечер нашла себе нового», — поделилась Аля. Родители полностью доверяли ей и не обращали внимания на то, что 14-летняя Алессандра ходила в ночной клуб, которым владел ее парень, который был на 4 года старше. Хотя отец иногда и придирался к длине ее юбок, она просто улыбалась ему в ответ и продолжала веселиться. Она говорила, что не думала, что поход в клуб и образ для него уж слишком сильно отличался от одежды для карнавала. Но среди беззаботных дней в семье Алессандры были и печальные моменты. В 30 лет ее отцу поставили диагноз «рассеянный склероз». Первые симптомы появились, когда папе было 30. Он перепробовал все виды лечения, которые существуют. К счастью, он все еще на ногах. Пока болезнь щадит его, но кто знает, что будет дальше. «Мы стараемся найти лекарства, и я рада, что могу внести свою лепту в этот процесс», — рассказала модель. После взлета своей карьеры Алессандра начала сотрудничать с Национальным обществом по борьбе с рассеянным склерозом в США и Бразилии. В 1994-м Алессандра появилась на обложке журнала «Гарота» и получила свою первую рекламную кампанию, став моделью для бренда сладостей. Моей первой работой моделью была рекламная кампания сладостей в моем родном городе. Производители предложили мне побыть моделью. Там я просто улыбалась, вся обсыпанная конфетками. Это было еще до того, как я всерьез занялась модельным бизнесом. Я училась в школе, и именно после этого я задумалась о карьере модели», — поделилась Алессандра.
Поворотным моментом в карьере модели стала ее победа на конкурсе Elite Model Look в Бразилии. В свои 15 лет Алессандра начала уверенно идти к своей мечте, появляясь на различных обложках в родной стране и думая о своем скором переезде в США. Но родители заставили ее остаться еще на 2 года, чтобы она закончила школу. В январе 98-го будущая супермодель переехала в Нью-Йорк. Я постоянно смотрела на супермоделей тех времен и знала, что я не хочу оставаться в своей родной стране. Поэтому, когда мне было 17, я решила переехать в Нью-Йорк. Когда я впервые приехала в США, это была зима, где-то январь 98-го. Мне было очень холодно. Я бегала кругами по городу, никогда до этого не ездив на метро, и почти не говорила по-английски. Так что это был довольно сложный период. Но у меня были друзья из Бразилии, которые поддержали. Было очень непросто, но я просто следовала за своей мечтой. Мне очень часто отказывали в начале моей карьеры. Но я никогда не отказывалась от своей мечты, потому что я знала, что карьера модели не так проста. И что мы должны бороться за то, во что верим, поделилась Алессандра. В 98-м состоялся ее крупный дебют в качестве модели. Она появилась на обложке бразильского Elle, и в этом же году агентство отправило полароиды бренду Guess, который пригласил Алессандру на съемки, что стало ее первой работой в Штатах. В 99-м она получила свою первую обложку Marie Claire и начала покорять подиумы мировых брендов. В 2000-м она участвовала в показах Chanel, Fendi и Oscar de la Renta, а также вытянула свой главный счастливый билет, став моделью Victoria's Secret. Когда я только начинала, Victoria's Secret не было в Бразилии, мы не знали о них, но как только я приехала в США, я увидела, кто сотрудничает с ними. Мои идеалы в модельном бизнесе, и я сразу решила, что это именно то, чем я хочу заниматься. Их фотографии были одна лучше другой, и это то, чего я хотела. Хорошие фотографии. В 19 я стала их фит-моделью, примеряя на себя все образы, которые предназначались для показа. И в итоге они утвердили меня. Мое первое шоу было в 2000-м в Каннах. Я вышла на подиум со своими кумирами, на которых равнялась. Я не могла поверить, что все это по-настоящему. Для меня это была огромная честь, и тогда я еще не чувствовала такого большого давления популярности, как годы спустя, когда стала более узнаваема. Тогда для меня это было просто веселье, там были другие девочки из Бразилии. Мы были молоды, мы были просто рады быть там. Я была обычной новенькой моделью, которую, вероятно, особо никто и не заметил. Но годы спустя все начало кардинально меняться. Внезапно у тебя появляются фанаты, тебя начинают узнавать, и в один день ты подписываешь ангельский контракт с брендом на много лет. Поделилась Алессандра. В 2002-м Алессандра стала первой моделью, которая начала представлять молодежную линейку белья Pink, которая в дальнейшем обзавелась собственным сегментом на шоу и стала таким же стартом для многих других будущих ангелов. Victoria's Secret хотели запустить новую линию белья для молодежного сегмента, и мы начали съемки для Pink, которые продлились 3 года подряд. Именно после этого в 2004-м мне предложили стать ангелом и подписали со мной первый контракт. Они были большой семьей для меня. Я чувствовала себя принцессой, поделилась Алессандра. И с этого момента она вошла в ряды самых громких имен среди бразильских моделей, которых обсуждали везде. В одном интервью Алессандре задали вопрос, ощущает ли она себя частью некого поколения бразильских моделей и правда ли то, что в их стране присутствует своеобразный культ тела. Жизель Бунхен, Адриана Лима, Анна Беатрис Барос, Изабель Гулар. Это правда так забавно, то, что мы начали свою карьеру практически в одно время, и успех пришел к нам тоже параллельно. Может быть, Жизель и открыла путь на международную арену, но мы все вместе были первопроходцами и работали очень усердно, потому что до этого бразильские модели были никому не известны. И да, мы чтим наше тело и заботимся о внешности. В нашей стране лето круглый год, поэтому мы проводим большую часть времени в бикини. Кроме того, мы в целом предпочитаем вести здоровый образ жизни. Это не просто эстетика заниматься спортом и правильно питаться. Это стиль нашей жизни, ответила модель. Алессандра начала пробовать себя не только в роли модели, но и начинающей бизнес-вумен. И в 2004-м совместно с брендом Роза Ча выпустила свою первую линейку купальников Alessandra Ambrosio by Saiz. В 2005-м Алессандра стала одной из моделей новой компании Rolex, для которой фотографом Расселом Джеймсом была снята одна из самых необычных фотосессий.
Рассел попросил меня сняться под водой. Он привязал мои ноги где-то на глубине 5-6 метров. У меня не было воздуха. Рядом был человек с кислородным баллоном, которым я пользовалась чуть ли не каждую секунду. И я абсолютно ничего не видела. Все было размыто. Я чувствовала небольшие укусы от рыб по всему телу. Морская живность была повсюду. Это была самая сумасшедшая фотосессия в моей жизни, поделилась Алессандра. В ноябре на ежегодном шоу Victoria's Secret Алессандра получила свой первый уникальный образ. Белье для сегмента Sexy Delicious, в котором вышел новоиспеченный ангел, полностью состояло из конфет. Пока мы находились за кулисами, конфетки начали таять и очень вкусно пахнуть. Девочки вокруг меня и я сама держались изо всех сил, чтобы не съесть мое белье, поделилась модель. – 2006 стал для Алессандры годом дебютов. Она впервые появилась на большом экране, сыграв эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» и получила свою первую обложку журнала Vogue. В ноябре 2007-го состоялась премьера нового эпизода «Как я встретил вашу маму», где Алессандра вместе с другими ангелами исполнила небольшую роль. И в этом же году стало известно, что она рассталась с главным редактором бразильского журнала о серфинге Fleur Стивеном Эйлином и начала встречаться с основателем компании Redon Джейми Мазуром, с которым она познакомилась на свадьбе общего друга. В январе 2008-го начали появляться слухи, что Алессандра ждет ребенка, и возлюбленный сделал ей предложение. В марте модель подтвердила их, и 24 августа на свет появилась малышка Анжа Луиза Амброзио Мазур. Беременность стала для меня большим сюрпризом. Я всегда мечтала стать мамой, но я начала задумываться, что произойдет с моей карьерой, как изменится мое тело, и никто не говорил мне, насколько это трудно. Но с радостью окружающих меня людей, которые постоянно меня поддерживали и поздравляли, заставила перестать думать об этом. Все, что я делала до рождения моей малышки, всегда было идеально спланировано. Но сейчас я понимаю, что в моей жизни есть самые важные вещи, которые я всегда хотела. Успешная карьера и дочь. Я всегда мечтала, что назову дочь Луана, но, сказав об этом Джейми, получила отказ. Ему не понравилось это имя. И у меня началась паника. Я начала искать имена в интернете и нашла имя Анжа. Джейми оно понравилось, моей семье тоже, так что мы выбрали его. Теперь наша семья узнала новый вид любви и радости, о существовании которых мы даже не подозревали, рассказала о своей беременности Алессандра. Модели также начали задавать один и тот же вопрос. Когда пара все-таки планирует официально узаконить свои отношения? Да, мы помолвлены, но меня не волнуют все эти бумажки и прочие официальности. Я просто хочу устроить крутую вечеринку с семьей и друзьями, ответила на вопросы о свадьбе Алессандра. Ангел не стала пропускать новое шоу Victoria's Secret и вышла на подиум спустя всего 3 месяца после родов. Я начала тренироваться только в 23-24 года. До этого я не занималась спортом. Мне было 19, я была очень молода. Все, что мне нравилось делать, это встречаться с друзьями и танцевать. Вот и все, это было моей тренировкой. Тогда мне не приходило в голову ходить в спортзал. Но во время беременности я набрала вес, и я не хотела пропускать шоу, поэтому поставила перед собой цель. Первый месяц я не тренировалась, но следующие 2 я начала активно заниматься. Это был первый раз, когда я села на диету. До этого они были мне ни к чему, я просто старалась всегда питаться правильно. Я тренировалась 6 раз в неделю, и мой тренер составил для меня план питания. Однажды мне сказали, что я могу позволить себе гамбургер. Я была в таком восторге. Я была на барбекю, и когда достала гамбургер, который мне привезли, мои друзья чуть не умерли со смеха. Он был настолько тонким, что напоминал лист салата. Сейчас я стараюсь тренироваться постоянно. Летом хожу в походы, играю в волейбол на пляже, а после отдыха возвращаюсь в зал. Поделилась Алессандра. В начале 2000-х в издании The Moscow Times публиковалась реклама эскорт-услуг. В одном из выпусков появилось заманчивое объявление, в котором 2 ангела Victoria's Secret и Джессика Симпсон предлагали скрасить свой одинокий вечер. Согласно объявлению, Каролина стала Кристиной, Джессика – Леной, а Алессандра удостоилась скромного имени Маша. Как написали затем ТМЗ, они могут быть представительницами А-листа в Америке, но в России это просто девушки на вечер. В 2009-м Алессандра в первый и, к сожалению, в последний раз открыла шоу Victoria's Secret.
Изначально образ для открытия был другим, который затем достался Марине Линчук. Модель рассказала, что смена образов произошла перед самым открытием. Она хотела использовать руки во время прохода, но в желтом образе это было невозможно. И она попросила его заменить за час до шоу. На что организаторы согласились, и на подиуме мы увидели ярко-розовую звезду, которая покорила всех. В этом же году модель появилась на новой обложке Мари Клэр, для которой она снялась совместно с актером Сашей Бароном Коэном в рамках его промо к фильму «Бруно». А после показа «Прада», который прошел в феврале 2010-го, Алессандра оказалась в центре обсуждения собственного веса и фигуры. Одни писали, что она слишком поправилась, другие, наоборот, говорили, что слишком похудела, и это совсем не сексуально. В интервью ее спросили, как она относится к подобной критике и что для нее сексуальность. Это постоянная драма, которая окружает моделей. Нас всегда критикуют. Поправилась ты или похудела, неважно. Если я знаю, что я здорова в этом весе, то это единственное, что важно для меня. У каждого своя природа, и каждый выглядит сексуально в абсолютно разных проявлениях. Безусловно, красивое белье, красивая фигура, пухлые губы – это круто. Но я правда считаю, что гораздо больше сексуальности в улыбке и во взгляде. А потом сексуальная женщина – это умная женщина, ведь сексуальность не только в том, как она говорит, но и в том, что она говорит. И когда женщина верит в себя, чувствует себя уверенно, это тоже очень сексуально, ответила Алессандра. В 2011-м Алессандра совместно с Эштоном Кутчером стала новым лицом бренда Кольче и попала на 5-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей по версии журнала Forbes. А на шоу Victoria's Secret она в очередной раз получила уникальный образ. Алессандра стала первой моделью, которая представила совместную коллаборацию VC и Сваровски, надев самые тяжелые крылья за всю историю бренда. Passion Play Fun Wings весом 14 кг создавались в течение 7 лет и были украшены 105 тысячами кристаллов Сваровски и 23-каратным золотом. Позже стало известно, что модель вышла на подиум, будучи на 3-м месяце беременности. 7 мая 2012-го у Алессандры и Джейми родился второй малыш Ноа Феникс. Джейми был рядом со мной все время. Он был первым, кто взял малыша и принес его ко мне. Единственное, что я хотела узнать, все ли с ним отлично, здоров ли он. Я очень долго не могла понять, на кого же он похож. Я помню, с Анджей у меня не было сомнений, я видела в ней себя. Но с ним такого не было. Мы долго не могли определиться между двумя именами. Затем, когда он родился, я попросила Анджу выбрать. Она была счастлива, но все равно немного напугана. Посмотрев видео, как он родился, она расплакалась. Это была настоящая любовь, поделилась Алессандра. Спустя несколько месяцев модель оказалась в центре скандала. Пэта обвинили ее в жестоком обращении над животным после того, как папарацци сняли Алессандру во время прогулки со своей собачкой, которая была выкрашена в лиловый цвет. Большинство людей не знают, что окрашивание шерсти домашнего животного может вызвать стресс и привести к осложнениям или аллергическим реакциям, которые ставят под угрозу здоровье питомца. Большинство красок для животных пишут, что они безвредны и не наносят вреда, но окрашивание шерсти домашних животных в угоду моде кажется нам ненужным. Наши собаки и кошки любят нас независимо от того, как мы выглядим. Почему бы не проявить к ним такую же доброту? Написали зоозащитники. В августе 2012-го Алессандра была приглашена занять почетное место среди других артистов, которые представляли Бразилию в закрытии Олимпийских игр в Лондоне. Супермодель рассказала, что усердно репетировала и рада, что следующие игры пройдут в Рио. «Это было огромной честью для меня. Я много репетировала свой выход вместе с другими. Это шоу – колоссальный труд сотен людей. И я очень рада, что организаторы выбрали меня, и я стала маленькой частью такого большого события», – поделилась Алессандра. 16 октября 2012 стал самым особенным днем в жизни Алессандры и всех поклонников. Спустя 11 лет работы на бренд Victoria's Secret Ангел наконец удостоилась стать обладательницей Fantasy Bra. Бра получил название The Floral Fantasy Bra and Gift Set стоимостью $2,5 миллиона. Создателями выступили London Jewelers. Бра состояла из 5200 различных драгоценных камней: аметисты, сапфиры, рубины, белые, желтые и розовые бриллианты и 18-каратное розовое и желтое золото. Центральный цветок включал в себя бриллиант в 12,5 карат и 20-каратный белый алмаз. Комплект включал в себя бра, украшенная 2 съемными цветками-булавками, ремешок и флакон духов. До этого момента я постоянно задавалась вопросом, когда же я получу Fantasy Bra, когда же будет моя очередь.
И вот в один день я нахожусь в торговом центре, кормлю своего сына, как начинает звонить мой телефон. И в этот момент мне хотелось кричать и прыгать от радости. Но у меня на руках был мой малыш, поэтому мне пришлось сдержать свои эмоции, чтобы не напугать его. Прошло всего 3 недели после родов, я была еще совсем не в форме. Но это был незабываемый момент. Я так горда, что буду представлять в этом году Fantasy Bra. Для его создания была проделана невероятная работа, рассказала Алессандра. Позже, в 2013-м, CNBC сообщали, что у бра появилась владелица, имя которой, к сожалению, не раскрыли. Но внезапно случился момент, что судьба бра на подиуме стала под вопросом. На репетиции шоу Алессандра упала и подвернула лодыжку. К счастью, все обошлось. Она осталась в порядке и на самом шоу блистала во всей красе. В 2013-м Алессандра объявила о запуске собственной модной марки под названием Ale by Alessandra. Коллекцию одежды, купальников и аксессуаров для молодых девушек по доступным ценам, которая отражала собственный стиль Алессандры. Для меня это не просто хобби. Я была моделью 15 лет, и дизайн – это следующий этап в развитии моей карьеры. Когда я была ребенком, я любила приходить в гости к крестной матери, которая была швеей. Я любила одевать своих кукол, меня безумно интересовала одежда. Больше всего мне нравится придумывать дизайны пляжной одежды и купальников. Я по-прежнему планирую демонстрировать нижнее белье, но в то же время собираюсь уделить достаточно времени своему бренду. Я знаю, что мне нравится и что мне хочется видеть. Я хочу быть полностью удовлетворена как потребитель, поделилась Алессандра. В марте 2014-го коллекция официально поступила в продажу. В ноябре Victoria's Secret снова удивили своих поклонников. Впервые за всю историю было представлено сразу 2 фэнтези-бра, которые достались 2 ветеранам среди ангелов Алессандре и Адриане Лиме. Dream Angels Fantasy Bra с каждой стоимостью в $2 миллиона были созданы ювелиром Паскалем Муават и состояли из сапфиров, рубинов и бриллиантов. При создании было использовано более 16 тысяч различных камней и 18-каратное золото. На создание каждого бра ушло более 1380 часов. Я не думала, что еще раз когда-нибудь буду выбрана, но когда я получила новость, что я снова пронесу Fantasy Bra, это было очень неожиданно, и это огромная честь. Это было впервые для бренда, чтобы 2 девушки прошлись вместе по подиуму. Мы с Адрианой прекрасно проводили время на съемках, мы знаем друг друга уже очень долго. Мы начинали одновременно в Бразилии и часто снимались для Victoria's Secret. Это просто невероятно, что они подумали о нас, когда решили, что девушки впервые должны получить 2 бра, а не одно. Адриана моя близкая подруга. Это честь разделить такое событие с ней, поделилась Алессандра. Изначально на шоу Алессандра должна была выйти в 3 сегментах. Образ, который в итоге представила Эльза Хоск, должен был достаться ей. Но из-за того, что бра снимали очень долго и не смогли уложиться в планируемое время, в итоге она и Адриана представили лишь по 2 образа. Still for lights, hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. 2015 стал для Алессандры годом кино. Она сыграла небольшие роли в фильмах «Черепашки-ниндзя 2» и «Здравствуй, папа, Новый год», а также получила роль побольше в сериале «Тайные истины», сыграв супермодель Самию. Честно признаться, мне немного неловко от собственной игры. У меня небольшая роль, но она требовала зубрежки и концентрации. Я была очень польщена, когда меня пригласили работать с такими великими актерами, которыми я восхищалась в детстве. Я не была раньше знакома с Родриго Ломбарди. Когда я его увидела, сразу же поняла, что он прекрасный человек. В мой первый день съемок он меня очень поддерживал, был все время рядом. Это первый раз, когда я могу показать новый характер, а не появиться в кадре в роли самой себя. Не считаю себя актрисой, я модель, и я люблю браться за что-то новое. Сначала я очень нервничала, но потом страх прошел. Я наслаждалась каждым моментом. Это был удивительный опыт. Я всегда мечтала быть актрисой, и если людям вдруг понравится моя игра и мне предложат контракт, то я буду готова учиться и оставить модельный бизнес, рассказала Алессандра. В феврале 2015-го состоялась премьера Victoria's Secret Swim Special, съемки в которой для Алессандры были под вопросом.
так как она являлась лицом собственного бренда купальников, и с Victoria's Secret на их линейку Swim у нее не было контракта. Но они смогли прийти к компромиссу, чтобы не огорчать поклонников, что она пропустила съемки. А на ежегодном шоу Алессандра представила новые крылья от Сваровски. She was numb and all she had was the city. But I don't mind, and I know that she's capable of anything. It's real one day, but when you wake up, she's always gone. В январе 2016-го супермодель стала лицом L'Oréal Professional и появилась в горячей фотосессии для GQ совместно с Криштиану Роналду, а также совместно с другими ангелами снялась в новой рекламе Victoria's Secret Score More по случаю ежегодного суперкубка. В июле Ферги представила новое видео на сингл MILF Money, для съемок которого были приглашены многие модели и актрисы, в том числе и Алессандра с дочерью. Также в этом месяце состоялась премьера видео Kanye West'а Wolves, которое было выпущено совместно с брендом Balmain. После невероятной фотосессии для Maxim модель получила приглашение от журнала стать специальным лайфстайл-редактором издания. В новой должности Алессандра начала работать с главным редактором Сардаром Биглари, чтобы представить читателям интересные и полезные идеи. Я близко общалась с Сардаром и его командой в течение последних нескольких месяцев, чтобы разработать новые и интересные истории, которые помогут поддержать высокое положение Maxim. Я очень взволнована предстоящим сотрудничеством. У нас много больших планов, и мне не терпится начать работу», – поделилась модель. Я был впечатлен идеями Алессандры о том, как превратить ее опыт в новые рубрики для журнала. Я с нетерпением жду нашей совместной работы над разнообразными проектами. Наш журнал достиг лидерства в отрасли, перевоплотившись в издание с упором на роскошный образ жизни. Появление Алессандры на обложке помогло нам продать больше копий, чем любой другой мужской журнал в течение последних 18 месяцев, добавил Биглари. В сентябре 2016-го Алессандра объявила, что расширяет горизонты своего бренда и представила свой первый парфюм Bellezza by Ale. А в ноябре этого же года совместно с другими моделями Victoria's Secret приняла участие в показе Tmall Global Shopping Festival Gala, который прошел в Китае. На шоу Victoria's Secret произошел забавный момент с Леди Гага и Алессандрой, который не попал в финальный монтаж, но о котором рассказала сама модель. Я захотела обнять ее, в результате чего мои украшения зацепились за ее наряд. И нам пришлось, не подавая вида, с улыбкой уйти с подиума за кулисы. В марте 2017-го Алессандра получила свою первую восковую фигуру в музее Мадам Тюссо в Шанхае, которая была представлена в образе с шоу Victoria's Secret 2008 года. И еще раз вернулась к своей роли во второй части фильма «Здравствуй, папа, Новый год». В ноябре для всех поклонников Ангела случился неожиданный момент. После 17 лет работы с Victoria's Secret Алессандра объявила, что снимает свои крылья. Не могу выразить словами, как я благодарна, что у меня была возможность работать со столь замечательным брендом, который вдохновляет меня и женщин по всему миру. Даже в самых диких мечтах я не могла представить, что буду участвовать в 17 Victoria's Secret Fashion Show. Спасибо Эду и всей моей семье Victoria's Secret за эти незабываемые моменты. Прощаться с моими сестрами-ангелами прошлой ночью было эмоционально, но мы устроили самое большое и лучшее шоу. Я не смогла бы этого сделать без любви и поддержки моих фанатов. Я всегда буду любить и поддерживать вас. Каждый раз перед шоу мне было безумно весело. Это было изюминкой моего года. Оно задавало темп праздничного настроения для всех. Для нас это было начало Рождества. Когда шоу показывали по телевизору, я собирала всех своих друзей и устраивала пижамную вечеринку. Это всегда было весело и очень по-рождественски. Так что я буду скучать», — написала Алессандра. Никто не ожидал этого, об этом было объявлено перед самым выходом на подиум. Это был очень эмоциональный момент, по ней будут скучать. Она прекрасно отработала все эти годы на бренд, и я честно не знаю, как пойдут дела без нее. Я хотела бы, чтобы она вернулась в следующем году. Она прекрасно выглядит, так что это вполне возможно, поделилась Адриана. Но премьера шоу стала огромным ударом для всех поклонников Алессандры. Кроме того, что не было сделано никакого прощального видео, посвященного Ангелу и ее долгой работе на бренд, по какой-то неизвестной причине в телевизионной версии шоу у сегментов был изменен порядок. И несмотря на огромные нестыковки в образах у моделей в финальном проходе, был, можно сказать, удален главный момент.
то, что Алессандра закрыла шоу. Это было единственное ее за все 17 лет закрытие шоу, которое просто сочли ненужным моментом. Поклонники модели очень сильно разочаровались в бренде, оставляя множество комментариев. Ничего нового, очередное наплевательское отношение в сторону одной из лучших их моделей. Это было так нелепо, когда нам показали, что шоу закрыла какая-то малоизвестная модель, не говоря уже затем о внезапно сменившихся образах у девочек в финале. Давайте просто порадуемся уходу Алессандры из этого неблагодарного бренда, написали поклонники. В марте 2018-го стало известно, что Алессандра и Джейми расстались после 10 лет отношений. Первоначально представитель Алессандры не дал никаких комментариев о расставании, а далее сама модель старалась уходить от этих вопросов. Был озвучен единственный факт, что они остались друзьями. И как признавалась сама Алессандра, оставаться долго в одиночестве она не стала. И в начале августа была замечена с новым парнем Никола Оди. В июне в рамках чемпионата мира по футболу Алессандра впервые прилетела в Москву на вечеринку Base Pop-Up Moscow World Cup. Я никогда не была в России, а тут такая возможность. Болеть – непростое дело. Надо наслаждаться моментом и поддерживать своих, даже если они сегодня не герои. Вот на прошлом чемпионате мира Бразилия так проигрывала, что мне оставалось только набрать в грудь побольше воздуха и кричать. Футбол непредсказуем, до последней секунды не знаешь, что будет. Поделилась модель. В феврале 2019-го Алессандра совместно с сестрой Алин и подругой Жизель запустили новую линейку купальников под названием Gal Floripa. Название произошло от сокращения имен Жизель, Алессандра и Алин. Наш новый бренд купальников был основан с целью нести в себе мощное послание о том, как развить в себе женские узы и быть ближе к природе. Женщины с острова Флорипа, где мы жили и выросли, создавали подобные бикини. У нас безотходное производство, мы стараемся сохранять окружающую среду, поэтому даже при выпуске упаковок мы не используем пластик. Все вещи мы упаковываем в коробки. Если есть такая возможность, мы используем что-то повторно. Мы стараемся помогать планете как можем и пытаемся донести то же самое до людей. Плюс мы оказываем благотворительную помощь, поделилась Алессандра. В октябре модель удостоилась премии GQ Fashion Icon, а 4 декабря Алессандра получила вторую восковую фигуру в музее Мадам Тюссо, на этот раз в Нью-Йорке. Изначально в тот день в Каннах перед выходом на красную дорожку я была в другом образе, но затем привезли это платье, оно идеально подошло мне, и буквально за 30 минут до выхода я полностью сменила образ. И теперь он здесь, в Нью-Йорке, с моей новой потрясающей восковой фигурой, поделилась Алессандра. В январе 2020-го Алессандра вместе с другими селебрити оказалась в центре скандала, связанного с фестивалем, который прошел в Саудовской Аравии. Пресса и представители меньшинств обрушились с критикой, обвиняя знаменитостей в том, что они получили шестизначные суммы, чтобы реабилитировать имидж Саудовской Аравии, игнорируя при этом позицию страны в отношении женщин и прав ЛГБТ, называя их инста-лицемерами, которые готовы за несколько баксов закрыть глаза и не заметить жестокую позицию саудовского режима. После начала пандемии Алессандра объединилась с художницей Джуди Конколе и другими супермоделями в акции по сбору средств для благотворительных организаций Gates Philanthropy Partners, которые были направлены на защиту наиболее уязвимых слоев населения, пострадавших от коронавируса. Я очень рада присоединиться к моей дорогой подруге Джуди Конколе в сборе средств и борьбе с коронавирусом. Я видела, какие разрушения эта пандемия принесла моим друзьям и семье в Бразилии и во всем мире. И я надеюсь, что мои удивительные коллеги-модели и я сможем внести значимый вклад в поддержку тех, кто больше всех пострадал от распространения коронавируса, рассказала Алессандра. В сентябре, спустя 22 года жизни в США, Алессандра официально получила гражданство страны, а в конце года стало известно, что ее очередной роман завершился. А в марте 2021-го она начала встречаться с моделью Ричардом Ли. В ноябре состоялась премьера шоу «The Cut» от HBO Max, где Алессандра выступила в роли ведущей. 2021 не обошелся и без скандала вокруг Алессандры. На этот раз он коснулся ее имени. Этим поделилось издание The Mirror. Итальянский волейболист Роберто Кацанига долгие годы переписывался с возлюбленной, но ни разу не встречался с ней в реальной жизни. Дарил девушке подарки и помогал деньгами. Приятель познакомил спортсмена с незнакомкой по имени Майя по телефону. Та прислала ему фотографию супермодели, выдав снимок за свой собственный. Подвоха Кацанига не заподозрил. На протяжении многих лет пара общалась только дистанционно. Тем не менее,
менее, волейболист считал себя помолвленным с девушкой, презентовал ей автомобиль и выделил более 700 тысяч евро на медицинские расходы. Майя уверяла, что вынуждена лечить заболевание сердца. Обратиться в правоохранительные органы Кацанигу убедили товарищи по волейбольной команде. Оказалось, мужчина стал жертвой тщательно продуманной аферы. Ее идейным вдохновителем был друг, который и свел волейболиста с мошенницей. У Кацаниги накопились многотысячные долги, он фактически разорился. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 1 декабря Алессандро совместно с фотографом Стюартом Шайнингом презентовали книгу «Алессандро by Stuart Shining», в которой были собраны снимки их совместной работы. Стюарт был одним из первых фотографов, которого я встретила, когда переехала в Нью-Йорк. Я пошла к нему в студию, и он сделал полароидные снимки со мной. Я знала не так много фотографов, и с ним у нас определенно появилась связь. Его спокойное поведение и легкость, с которой он мог все объяснить, хотя я не говорила ни слова по-английски, завораживали. В нем есть такая спокойная энергия, которой обладают немногие. Это был проект мечты. Я была моделью 20 лет, и все эти годы он был со мной рядом, поделилась Алессандра. В апреле 2022-го Алессандра вместе с другими бывшими ангелами Victoria's Secret Хайди Клум, Тайрой Бэнкс и Кэндис Сванапл снялась для новой коллекции от Ким Кардашьян Kim's First Everybody. На протяжении многих лет я была свидетельницей того, как Тайра, Хайди, Алессандра и Кэндис создавали основы индустрии, будучи иконами моды и предпринимательницами. И впервые собрать их вместе в этой компании – мечта. Все эти женщины – первопроходцы, и я очень рада, что могу отметить их вклад таким образом, рассказала о новом сотрудничестве Ким. В ноябре Алессандра стала победительницей 2 премий. На премии Проду 2022 она одержала победу в категории «Лучшая ведущая реалити с шоу The Cut», а также удостоилась премии журнала «Гламур. Женщины года» в категории «Wellness». В январе 2023-го Алессандра попала в список иконы индустрии от сайта Models.com, который был составлен на основе всей многолетней карьеры модели, отмечая ее как абсолютного фаворита в мире моды. 24 февраля состоялась премьера видео Amper Sounds Night Drive, в котором Алессандра исполнила главную роль. В апреле супермодели исполнилось 42 года, и она по-прежнему продолжает покорять индустрию моды. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях о ваших любимых моделях и о ком нам еще рассказать истории. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над следующим видео. Увидимся совсем скоро.